Покажите мне что-нибудь мелкое. По-настоящему мелкое. Я сказал самое мелкое. Совершенство. Выжившие. Привет, друзья, с вами Макс, и наконец-то вышел 0.68 патч, который мы ждали 4 месяца. Если вы помните мой обзор крупного обновления, а я напоминаю, что цифровые патчи, ну или с буквой A, являются крупными обновлениями в Survarium, и за год их выходит около 4. Разработчики считают, что 5, ну пускай. Так вот, если прошлый 0.67 патч мне показался маленьким, из важного в нем было переработка умений персонажа, добавление особого оружия, возможность во время тренировок и пользовательских матчей выбирать вариации карт, а также изменение алгоритмов появления артефактов и аномалий, показалось мне мелким, то, что подарил нам 0.68 патч, просто какой-то смех. Серьезно? Для тех, кто очень спешит, в 2 словах о 2 изменениях. Боты стали сильнее, и произошли мелкие балансные правки оружия и экипировки. Да, это все. Но чтобы не делать минутное видео, пройдемся максимально детально по этой всей скучной фигне. Итак, как вы видите, напильником допилили 8 пушек. Даже не напильником, а так, наждачкой шлифанули. Пару слов про каждую из них. Сейчас играть с ними я, конечно же, не буду, просто постреляю в тире. Если хотите более обоснованного мнения, приходите на стрим, там с ними побегаем, посмотрим и обсудим детальней. Итак, СВД. Вроде норм, сравним с СВУ. Да, СВУ будет существенно побыстрее, учитывая, что остальные параметры этих пушек схожи, то СВУ будет получше. Итак, H12 перезаряжается существенно быстрее, что в принципе довольно-таки прикольно. Играть с ним будет однозначно поприятней. Особенно тактическая перезарядка, прям вообще хороша. И если у вас хороший контроль отдачи, то только в бой. МП-7 также перезаряжается быстрее, что неудивительно. Конечно, до уровня АПП-2000 не дотягивает, но все-таки, да, ствол стал гораздо приятнее и начинает уже прощать ошибки с АИМом. Да, также у ВХС отдача стала существенно приятней. Наконец-то появилось хоть какое-то различие с Heckler Koch 416. Правда, тут все еще магазин на 30 патронов. Но это уже частности. Я думаю, рано или поздно допилят. Да, стрельба стала существенно поприятней. Это просто кайф. Очень плавная и мягкая отдача у L85A2 в балансе с магазином на 40 патронов просто творит чудеса. По ощущениям, отдача мягкая и приятная, как у Радона. А учитывая, что по параметрам Радон все равно лучше, отдача у него ниже, и он за серебро, а не за реальные деньги, то выбор все еще очевиден. Отдача у P90 стала меньше, но не скажу, что прям как-то существенно. G3SG наконец-то стала подкидывать. В режиме одиночной стрельбы отличие от других карабинов незначительно. В режиме же стрельбы отсечками по 3, да, появилось не особо приятное подергивание. Но да, пушка уже не так хороша, как раньше. У UMP-45 снижен разброс. В режиме прицеливания его, конечно, особо не протестишь. А вот от бедра уже что-то можно понять. В принципе, можно не целиться. Убивает машинка от бедра тоже неплохо. Но, конечно, да, time to kill со стрельбой в прицеле не сравнить. А учитывая низкую отдачу и среднюю эффективность этой пушки, бегать и всех сносить от бедра у вас вряд ли получится. А еще множитель урона в голову у дробовиков снижен до 2, а у автоматических пистолетов до 2,5. Также изменено 15 комплектов брони. Самой брони стало больше только у комплекта ОЗК-18КБ. Было 64, стало 67, а с бонусом плюс 5 целых 72. Что уже попахивает достойной броней 5 уровня, и возможно, если у вас какие-то проблемы с аптечками и вы готовы потратить 3 бонуса, чтобы их улучшить, ну ладно, 2, то этот сет вам очень даже подойдет. Но по скорости могут
мог бы быть и быстрее, так что лично я останусь в хранителе. Но об этом позже. В остальной же броне никакие параметры не изменены, кроме бонусов сетов. Обобщенно в основном были улучшены комплекты 3-го уровня. И это тот ап для новичков, который просили и о котором я рассказывал вот в этих вопросах и ответах. Поэтому пора обновлять свое видео с обзором экипировки до 3-го уровня. Но сначала пройдемся по оружию и броне 5-го уровня. Так что не забудьте подписаться, чтобы не пропустить. О всех сетах рассказывать скучно и практически бесполезно, но так и быть. Я отмечу самые интересные изменения, на мой взгляд. У комплекта Сокол 3-го уровня появилась 100% защита от сканеров. И теперь это довольно-таки прикольный средний сет, который может потягаться с расхваленным мной боевым комплектом. Донатный шкуродер получил время прицеливания минус 25%. Я не понимаю, куда применять этот сет, но он стал гораздо прикольней. Комплекту Штурм вернули забранные в предыдущем ребалансе 30% защиты от останавливающей силы. Так что ждем возвращения красных защитников. Как влитой. Укрепленный ватник теперь целится еще на 5% быстрее. Не супер баф, но это очень толковый и популярный сет в умелых руках. Также были улучшены 3 рюкзака. Система жизнеобеспечения М1 уменьшает задержку до начала регенерации здоровья на 25%, но главное, что она стала в 2 раза легче, ведь у нее есть 1 карман и 1 вместимость. Рюкзак часового, независимо от способности, теперь обнаруживает вражеские устройства в радиусе 7 метров. Очень интересно, суммируется ли это со способностью металлоискатель, ведь если да, то это довольно имбово. Видеть все жопоподжигающие сюрпризы в радиусе 12 метров. Пишите в комментах, если в курсе. А рюкзак штурмовика обрел способность сканера. Да-да, в течение 5 секунд вы сканируете область вокруг себя в радиусе 5 метров, в которой на миникарте отображаются ваши противники. Потом 10 секунд вот этот вот рюкзак перезаряжается, то есть теперь можно подползти к кусту, просветить его. И если у чувака нету защиты от сканера, вы узнаете, что да, в этом кусте сидит противник. Ну а почему бы нет? Столько лет к этому рюкзаку был приделан вот этот вот железный отсек. Почему бы туда не запихнуть сканер? Я не вижу от этого смысла, и, наверное, в одном из 10 матчей я вижу кого-то с таким рюкзаком. И, как мне кажется, этот бонус вряд ли на что-то повлияет. Потому что главное в сурвее это или контейнер для артефактов, или защита от вражеских сканеров. Итак, в PvP матчах чем сильнее вы, тем сильнее боты. В каждой команд боты будут в одной и той же экипировке. Наконец-то Зубр перестанет играть против телогрейки. Это хорошо, что боты быстрее замечают игроков, стоящих на месте, но это еще нужно дорабатывать. Боты не будут пытаться смотреть на противников сквозь стены, и по моим сугубо личным ощущениям, боты стали злее. То ли я стрелять стал хуже, то ли играл как-то неправильно, но в общем накидали мне неплохо. Как вы видите, некоторые игроки против людей лучше играют, чем я против ботов. Сразу же после выхода новости об обновлении мне подкинули интересный опросник. Меня больше всего позабавила формулировка вопросов. Какие метовые сеты? Какие рюкзаки будут теперь в мете? Стали ли дробовики и автоматические пистолеты слабее? Нет, они стали сильнее от того, что меньше начали наносить урона в голову. Алло. Но общая моя мысль в том, что какая мета? Кто не в курсе, это синоним имбы. Это все, конечно, интересно, но изменений оружия и экипировки реально мало. На полноценный ребаланс не тянет, максимум фикс, который я бы делал каждый крупный патч. Если бы у меня была статистика, в какой экипировке кто бегает. Я смог бы наконец-то понять, почему останавливающая сила — это офигеть, какой важный параметр. Нет, я понимаю, что, возможно, сложно было сделать ботов более умными. Но если это было сложно, нафига это было делать? Можно сделать что-то более полезное, более заметное. А так, даже на 3-й уровень этот фикс повлияет самую малость. Падла! Нужно больше, лучше и качественней. А кто не согласен, тот... Больной какой-то. Шутка. Тот может написать об этом в комментариях.
Ведь 0.67 патч вышел в мае 4 месяца назад. И за это время мы увидели только летний ивент, в котором вообще не было ничего нового. И у меня закрадываются очень сильные подозрения. То ли игра загибается и над ней работает один человек, и то не каждый день. Или разработчики решили этим летом отдохнуть, сразу за пятилетку. Я надеюсь на второе, но вновь просевший онлайн и такая частота и качество обновлений намекают, к сожалению, на первое. Всем пока.